то октябрьское утро над кладбищем Эвергрин-Вэлли висел холодный туман. Солнце еще не поднялось над горами, но доктор Майя Чен уже проходила через железные ворота с кружкой кофе в руке. В свои 25 лет эти ранние утренние прогулки стали для нее ритуалом. Несколько минут тишины перед началом рабочего дня в ветеринарной клинике. Что-то было не так. Мирную тишину нарушило незнакомое рычание, доносившееся с северной части кладбища. Майя сразу узнала их. Шэдоу, любимая черно-белая овчарка, которая последние 5 лет была неофициальным стражем города. «Шэдоу», — тихо позвала Майя, ее дыхание было заметно в рассветном воздухе. Собака, которая помогала ей переносить бесчисленные операции, которая бережно возвращала домой потерявшихся детей и которая появлялась на каждом городском мероприятии, виляя хвостом, теперь неподвижно стояла над свежей могилой, ощетинившись. Эвергрин-Вэлли был не просто городком в горах, расположенный в скалистых горах. Это было место, где все знали друг друга, где сообщество что-то значило. Шэдоу был частью этого сообщества с тех пор, как доктор Кэтрин Уильямс, наставница Майи, спасла его, когда он был еще щенком, из ливневой канализации. Даже после того, как 2 года назад Кэтрин умерла, Шэдоу продолжал присматривать за городом. Майя осторожно шагнула вперед. Тень резко повернул к ней голову. В глазах у нее горело нетерпение, которого она никогда раньше не видела. Это была не агрессия, а отчаяние. Лапы пса разрыли землю вокруг грубо сделанного деревянного надгробия, и он то скреб землю, то пристально смотрел на Майю. «Полегче, мальчик», — прошептала Майя. Ее ветеринарные инстинкты боролись с растущим беспокойством. Тень никогда так себя не вел. Ни во время грозы, ни во время эвакуации из-за лесных пожаров прошлым летом, ни даже во время похорон Кэтрин. Что-то было похоронено в этой могиле, и Тень хотел, чтобы она нашла это, и всеми фибрами души старался заставить ее понять. Восходящее солнце отбрасывало длинные тени на гранитные надгробия, и в этом неземном свете Майя приняла решение, которое изменило все. Она достала свой телефон, зная, что бы ни обнаружил Шэдоу, она не справится с этим в одиночку. По мере приближения Майи поведение Тени становилось все более тревожным. Его обычное дружелюбное виляние хвостом сменилось напряженными мускулами и низким предупреждающим рычанием. На деревянном маркере не было названия, просто грубый крест, воткнутый в свежую землю. «Что это, мальчик? Что ты нашел?» Майя старалась говорить мягко, но Тень не подпускал ее ближе, чем на 10 футов к могиле. Каждый раз, когда она пыталась, он преграждал ей путь, и его обычно мягкие карие глаза теперь были жесткими и решительными. Утренний туман окутывал надгробия, словно призрачные пальцы. Опавшие листья скользили по земле на холодном ветру, заставляя Майю вздрагивать от каждого звука. Это было неправильно. На этой неделе не предполагалось рыть новые могилы. Она знала это, потому что Кэтрин научила ее следить за расписанием кладбищ, чтобы помочь скорбящим владельцам домашних животных навещать своих похороненных товарищей. Поведение Тени стало еще более безумным. Он копал землю, затем подбегал к Майе, а затем снова возвращался к могиле, как будто пытался сообщить ей что-то срочное. Его рычание смешивалось со всхлипами, от которых у Майи волосы на загривке встали дыбом. В сером утреннем свете время, казалось, застыло. Единственными звуками были все более отчаянный лай Тени, эхом отдававшийся от окрестных гор, и мягкий стук грязи, с которым его лапы касались могилы. Майя заметила еще кое-что странное. Не было ни цветов, ни каких-либо признаков того, что кто-то должным образом похоронил здесь близкого человека. Слегка дрожащими руками Майя снова достала телефон, сначала чтобы позвонить смотрителю кладбища, а затем в полицию. Что бы ни обнаружил Тень, было ясно, что это необычная могила. Вдалеке прогрохотал гром, предвещая бурю. Но Тень стоял на своем.
хранитель тайны, которую нужно было раскрыть, пока не стало слишком поздно. Патрульная машина детектива Сары Мартинес подъехала к воротам кладбища как раз в тот момент, когда начали собираться первые зрители. Ее проницательный взгляд остановился на этой сцене. Взволнованная собака, обеспокоенный ветеринар, встревоженный садовник и то, о чем, очевидно, говорила вся Эвергрин-Вэлли. Доктор Чен, мистер Уокер. Мартинес кивнула, и ее значок блеснул в слабом утреннем свете. «Расскажи мне все». По мере того, как они объясняли, все больше машин начали парковаться вдоль железной ограды кладбища. По растущей толпе пронесся шепот. 3 взлома в технической компании на Хилл-Роуд, пропавший грузовик на прошлой неделе. А теперь еще и это, пробормотала Мартинес, делая пометки. В последнее время в нашем городе что-то не так. Она повернулась, чтобы обратиться к собравшейся толпе. Ее голос был твердым, но спокойным. «Люди, пожалуйста, не подходите. Сейчас на месте ведется активное расследование». Телефон детектива постоянно звонил, пока она пыталась получить разрешение на срочные раскопки. «Судье нужны веские основания», — объяснила она с явным разочарованием в голосе. «Мы не можем просто так выкопать могилу без соответствующего разрешения, даже если это выглядит подозрительно». Время шло. Беспокойство тени, казалось, росло с каждой минутой. Некогда спокойный пес теперь ходил кругами, его лай становился все настойчивее. Время от времени он останавливался, чтобы прижать ухо к земле, а затем смотрел на людей все более отчаянными глазами. «Сколько времени потребуется на получение разрешений?» — спросила Майя, наблюдая за страданиями тени. «Это может занять несколько часов», — ответила Мартинес, уже набирая другой номер. Если только она не остановилась, внимательно наблюдая за поведением тени, как полицейский кинолог. Она распознала признаки, если только мы не сможем доказать непосредственную опасность. Доктор Чен, как ветеран или ветеринарный эксперт. Вы бы сказали, что поведение этой собаки указывает на опасную для жизни ситуацию. Майя выпрямилась без сомнения, демонстрируя профессиональную уверенность. Это обычный сигнал бедствия. Тень сообщает нам, что кому-то срочно нужна помощь. Мартинес мрачно кивнул и сделал последний звонок. Через несколько минут по долине разнесся вой сирен. Это подъезжали машины экстренного реагирования. Какая бы тайна ни скрывалась под этой наспех вырытой могилой, она недолго оставалась погребенной. Раскопки начались при свете прожекторов, когда темные тучи над головой грозили пролиться дождем. Спасатели работали осторожно, но быстро, снимая слои земли, в то время как Шэдоу следил за каждым движением. Его лай перешел в тревожное поскуливание, а глаза не отрывались от углубляющейся ямы. «Мы на что-то наткнулись!» — крикнул спасатель. Звук удара металла о дерево эхом разнесся по кладбищу. Все замерли, даже тень, когда они смахнули последний слой грязи и увидели грубый деревянный гроб. Детектив Мартинес скоординировал действия с командой медиков, находившихся рядом. На мой счет 1, 2, 3. Они подняли крышку, и газ ударил в лицо работникам скорой помощи. Внутри лежал молодой человек, бледный, но живой. Его грудь поднималась и опускалась при поверхностном дыхании. «Он дышит! Вытащите его сейчас же!» Вбежали парамедики. Когда они поднимали его, Майя заметила нечто примечательное. Небольшая щель в углу гроба, испещренная грязными отпечатками лап. Вокруг головы мальчика были разбросаны мокрые листья и мелкие веточки, влажные от утренней росы. «Тень», — прошептала Майя, начиная понимать. Он сохранил ему жизнь. Должно быть, он принес ему воды, используя мокрые листья, прямо через ту трещину, которую он выкопал. Странное поведение собаки внезапно обрело смысл. Он не просто нашел жертву. Он поддерживал в нем жизнь всю ночь. Молодого человека, которого позже опознали как Маркуса Чена, быстро переложили на носилки. Как только он оказался на поверхности, поведение Шэдоу полностью изменилось. Свирепый защитник внезапно снова стал ласковым и затрусил рядом с носилками, тихонько виляя хвостом. Рука Маркуса опустилась на край носилок,
и тень нежно потерся о нее носом. Технический гений на мгновение приоткрыл глаза и встретился взглядом со своим четвероногим спасителем. Парамедики быстро стабилизировали его состояние, но они не могли сдержать улыбки при виде того, как Шэдоу превратился из решительного опекуна в нежного компаньона. «Оставайся с ним», — сказала Майя Шэдоу, когда они грузили Маркуса в машину скорой помощи. В этом не было необходимости. Пес уже запрыгнул внутрь и спокойно устроился рядом с носилками, готовый присматривать за своей подопечной всю дорогу до больницы. Джеймс Чен, сидевший в элегантном офисе в Кремниевой долине, недоверчиво уставился на свой телефон. Его сын был жив. Его руки дрожали, когда на огромном экране позади его стола появились кадры с камер наблюдения, показывающие, как все начиналось 3 дня назад. Маркусу было всего 18 лет, и он создал революционную систему безопасности с искусственным интеллектом для компании своего отца Chantech Solutions. Его код мог обнаруживать кибератаки быстрее, чем что-либо другое на рынке. Именно тогда и начались угрозы. На кадрах видно, как Маркус допоздна работает в лаборатории Chantech, его пальцы порхают над клавиатурой, пока он совершенствует систему безопасности. Он не знал, что кто-то наблюдал за ним. Конкурирующая технологическая компания Red Hawk Industries теряла клиентов из-за инноваций Chantech. Они были в отчаянии, и новый код Маркуса стал для них переломным моментом. Конкурирующая технологическая компания, отчаянно пытавшаяся украсть код, наняла местных преступников, чтобы похитить Маркуса. Но они не ожидали его реакции. «Я не стану помогать вам красть работу моего отца», — сказал им Маркус, несмотря на то, что они угрожали ему. «Я скорее умру, чем предам свою семью». Расследование детектива Мартинеса выявило темную связь. Лидер банды похитителей Майк Доусон вырос в Эвергрин-Вэлли. Он знал, что кладбище расположено в тихом месте. На нем нет камер видеонаблюдения. Оно находится на расстоянии от Кремниевой долины, что является идеальным местом для отправки сообщения. «Они хотели напугать нас», — сказал Джеймс во время своего заявления в ФБР. «Они похоронили моего сына заживо, чтобы заставить нас выдать код». Его голос дрогнул. Они не рассчитывали, что бродячая собака окажется умнее всей их операции. Улики быстро накапливались. Камеры видеонаблюдения на единственной в городе заправке зафиксировали фургон похитителей в 2 часа ночи. На кадрах из банкомата видно, как они снимают наличные с помощью украденных карточек. Их цифровой след выявил связи с Red Hawk Industries, зашифрованные электронные письма, офшорные платежи и тайные встречи. Но их самой большой ошибкой было то, что они выбрали Эвергрин-Вэлли. Они думали, что маленький городок сохранит их тайну. Вместо этого их погубило сплоченное сообщество. Владельцы местных магазинов запомнили подозрительных покупателей. Владелец мотеля вспоминал, как они приходили и уходили поздно ночью, и, что самое важное, они не замечали тени, наблюдавшей из тени за тем, как они осуществляли свой жестокий план. Расследование раскрыло сложную сеть корпоративного шпионажа. Red Hawk нанял профессиональных преступников, которые затем завербовали местных сообщников в Эвергрин-Вэлли. Они использовали заброшенную хижину на окраине города в качестве своей базы, думая, что никто не обратит внимания на то, что приезжие ремонтируют старую собственность. Джеймс Чен наблюдал, как агенты ФБР уводили подозреваемых из их укрытия. Похитители были так сосредоточены на высокотехнологичной защите и сокрытии своих цифровых следов, что и представить себе не могли, что их идеальный план может быть разрушен преданностью собаки и решимостью жителей маленького городка докопаться до истины. Ирония судьбы не ускользнула ни от кого. Маркус, система безопасности с искусственным интеллектом, помогла выследить его собственных похитителей, проанализировав записи с камер наблюдения и финансовые транзакции быстрее, чем это могли бы сделать люди-следователи. Но в конце концов, именно простая преданность Шэдоу спасла жизнь юному технологическому вундеркинду. Когда стало известно об аресте, Джеймс Чен принял решение, которое изменило все, не только для его семьи, но и для всего города Эвергрин-Вэлли.
Больничная палата была залита утренним солнцем, когда Маркус Чен впервые за несколько дней увидел лицо своего отца. Слова были не нужны. Их крепкие объятия сказали сами за себя. Тень тихо сидел у кровати, слегка виляя хвостом при виде их воссоединения. Месяц спустя Эвергрин-Вэлли преобразился. Джеймс Чен, тронутый ролью города в спасении его сына, объявил, что там будет построена новая штаб-квартира Чен-Тек, которая обеспечит жителей рабочими местами и новыми возможностями. Но самые большие перемены произошли с созданием фонда «Тень», многомиллионной организации по защите животных. Фонд построил по всей стране ультрасовременные приюты, вдохновленные невероятным проявлением доброты бездомной собакой. Когда ему предложили роскошную жизнь в Кремниевой долине, Шэдоу сделал то, что делал всегда. Он остался в Эвергрин-Вэлли, присматривая за своим городом. Вы до сих пор можете видеть, как он совершает ежедневные обходы, гордый страж, напоминающий всем, что герои бывают разными. Если эта история о преданности и мужестве тронула ваше сердце, нажмите кнопку подписки прямо сейчас. Присоединяйтесь к нашему сообществу любителей животных и никогда не пропустите еще одну невероятную историю о четвероногих героях. Нажмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, и оставьте комментарий, в котором расскажите, что для вас значит храбрость Шэдоу. Помните, иногда самые большие сердца приходят в пушистых упаковках. Увидимся в нашей следующей удивительной истории.